от всей души надеюсь, что оно у всех доброе. Ну, что я вам хочу сказать. Лето прошло. Вот. Надумала стирать обувь только когда похолодало. Ну ничего, высохло. Вот я по вечерам включаю отопление на немножко. Вот так вот поставила, и просохло. Муж вчера вернулся поздно, но не с пустыми руками. Кстати, вот такое вот печенье испанское, я так поняла. Вот такой вот виноград огромный. Вот, но не знаю, где он там с ним бултыхался, потому что он уже слегка мягкий. Вот такой вот сыр принес. Сыр, по-моему, точно немецкий. Вот, и что-то еще там видела в холодильнике. Вот, по всей видимости, какое-то мясо. И рыбка. У меня ничего не меняется. Хочу, как обычно, тост с маслом и сыром. Так, мой кофе. Девочки, сыр с тмином. Очень вкусный, очень. Я это говорю не для того, чтобы, знаете, как все, что не показываешь сам, все очень хорошее, очень вкусное. На самом деле вкусный. Здесь, походу, тмин, да, и такой вкус прям такой пикантный добавляет, такой не приторный. Ну, на самом деле вкусно, да. Такая ванная, девочки, вообще ни света толком, ничего. Купили вот эту вот длинную, ну, поменять, да, вот, которая дневной свет. Вставляем, она не работает. Видимо, там что-то с электрикой. Вызвали электрика. Кстати, должен был прийти там что-то через неделю, и так и не пришел. Да буду мужа спросить, почему не пришел. Вот, что за дела. Поэтому вот так вот. Особо-то ничего не снимешь при таком освещении. Смотрю, закончился мой крем под глаза. Капец, как-то я пропустила этот момент. У мужа одно время сильно кожа вокруг глаз была воспаленная. И смотрю, он вытягал. Вот. Нужно будет что-то обновить. У меня вот такой вот обычный, девочки, биодерма. Хотя я днем использую обычно вот этот. Сейчас что-то рука потянулась к тому. Вот он с SPF, как бы с гиалуроном, и SPF 30, тут с витамином В5. Обычно вот с этим. Но сейчас почему-то... А тот обычно на ночь. Но он как бы увлажняющий, да? Но сейчас почему-то рука к нему потянулась. Не знаю почему. Марк пошел в спортзал, и там ему подарили рюкзак. У нас как раз это был проблематичный такой моментик, потому что его рюкзак, который Джордан Валерч взял ходить на курсы с ним, потому что у него там папка, все помещается. Вот, и у них был спор по этому поводу. Каждый тянул как бы к себе. Вот, а вот в итоге оказалось, что тренажерки выдают. Вот такой вот классный, новый, достаточно такой... Очень такой прям хорошенький такой рюкзачок, уместительный, хорошего качества. Не то, что там какая-то там тоненькая, значит. Тряпочка хорошая. Много отделений таких. Достаточно такой толстый. Вот так. А, еще и бутылка, да, там была, Марк? Еще и бутылка, да, была? Еще и бутылка. Ну, бутылка мне не очень нравится. У него своя, но тем не менее. Тем не менее, вот называется Basic Fit. Тренажерный зал. Он и по цене самый, между прочим, такой. Самый подходящий. А ты когда пойдешь? Через минут 20. А, ну скоро уже, да? Угу. Ну, мы пойдем, пройдемся где-то. Чисто так, кружочек. Ок. Погодка хорошая. И домой. Ок?
Мы все-таки выбрались с Валерычем в центр прогуляться. Тепло. Вообще, ну, ветерочек такой, конечно, свеженький. Вот. И посмотрите, заведения все полные. Вот. Сегодня суббота. Аромат шашлыка вперемешку с ароматом вафлей печеных. Вот. Выпечки, кондитерки. Это на самом деле вообще с ног сбивает. Настолько аромат такой сногсшибательный. Вот, очень вкусно. Посмотрите, столько людей. Как красиво, как атмосферно. Обожаю вечером. Вообще обожаю центр Антверпена. Валерий говорит, красивые ворота. Ну да, вечером здесь все намного атмосфернее, чем днем. Днем тоже красиво, но подсветки, конечно, делают свое дело. Да. А туда-сюда уже украсят, я думаю, в ноябре, в конце ноября к Рождеству. И будет вообще праздник души каждый день. Красота. Мы уже дома. Долго не гуляли, потому что почему-то не гулялась. Я почему-то еще чувствую себя как-то не очень. Купили мясо, зашли в Carrefour. Там все дорого, все не очень мне нравится, но там зато нормальное мясо и по хорошей цене. Вот, особенно в пятницу, в субботу вечером. Вот, взяли фарш, хороший фарш. 1,5 килограмма, 11,45. Это просто замечательно. Потом взяли вот такие вот стейки. Тоже 12,50, 6,49 килограмм. Вообще, представляете, это отличная цена. Если у нас джамбо, 3 кусочка, может стоить 10 евро. Вот. Но в остальном цены у них просто сумасшедшие. Выше, чем везде. И мне не очень нравятся там продукты, если честно, остальные. И еще мне муж сегодня сделал подарок, о котором я мечтала очень долгое время. Очень-очень долгое время. Правда. Вот. И сегодня просто так все неожиданно случилось. И до сих пор не могу поверить своему счастью. Показываю. Опа! Это просто сумасшедшая радость. Вообще. Наконец-то я не буду больше мучить и терроризировать свой телефон, мучиться с памятью и со всем остальным. Вот такая вот у меня теперь есть красота. Это не то, что красота, это просто супер вещь. Вот, поэтому, девочки, мальчики, буду вам снимать качественные влоги. Так, маргзали, вот мы ему принесли, оно все по ходу остынет, пока он придет. Еще эта кола, уже сколько зарекалась ее брать. Пока ее донесешь, она расплескается, все намочит. Блин, ну ладно, Марк придет, я ему в гриле все подогрею. Надеюсь, это как-то спасет ситуацию. Нет ничего прекраснее это открывать новую технику. Я вообще не думала, что такая, ну в такой маленькой коробочке такая комплектация. Посмотрите. Здесь чего только нет. Даже самое главное, есть хороший микрофон. И чехлы. Сейчас, в общем, я раскрою. Потом все покажу. Вау. Вау. Она уже в чехле. Уже? Хочешь, открывай. Открывай, мне неудобно. Открывай. Это тут при чем? Ну как это? Ну как, как надо это? же как-то ножницами. Ты мой первый помощник. Ножницы вот.
Включи свет, Маркушка, пожалуйста. Нормальный, пожалуйста, включи. Я вообще не помню такую комплектацию, а там, наверное, все находится, да? Модули какие-то съемные тут. Сейчас свет включу, подождите. Посмотрите, какая красота. Держи. Оно настолько все компактное. И такой, посмотрите, комплект. Если куда-то, допустим, брать с собой, да, вообще, посмотри, насколько все компактно и все помещается в одном чехле. Тут и все, тут и... Ну, доставай. Вот она. Сама. Блин, я когда смотрела, когда, девочки-блогеры держали, она так выглядит, побольше, да, выглядит? Ну да. Вот сама камера, сам экранчик. Микрофон. О, это микрофон отдельное тоже. Отлично. Рада. Еще должна быть против ветра. Вот эта вот насадка. Честно, без нее, особенно последнюю, я слушала видео, но я в другом монтировала приложение, и такой какой-то был звук нехороший. Это... Я уже давно задумала. Я вообще-то покупала уже микрофон, но он оказался вообще никудышним, и все. Это ручка, я так понял, что она подключается. Надо заряжать, да? А, это еще типа штативом, да, делается? Что-то такое. Вот, да, и сюда вкручивается штатив. А, вот он штатив, да, собственно, на который ставить. И здесь еще этот, скажите, который следит, как стабилизация. Вот, шикарная стабилизация. Вот так вот. Я, правда, никогда не снимаю себя, ходящей по комнате. И... Вот это классная вещь. Даже не представляете, как я рада, что есть микрофон. Сам. Так вот включается. Вот здесь, наверное, вот эти все мелочи. Вот так он здесь раскрывается. И все. Насколько удобно, представляете? Даже когда какой-то рецепт готовишь или вообще вот эти все. Я просто не снимаю, у меня что-то нет привычки снимать вот эти уборки, вот это все такое. Вот я так понял, поменьше. Я так понял, поменьше, типа вот такой вот. Ну да, это если носить. Еще должна же быть карта памяти где-то. Нужна уже там. Ну тут. Может это она? А, нет, это что-то это на камеру цепляется. Для чего? Это привязывать, я так понял, а это... А, вот это, собственно, насадка. то, что. О, это против ветра, я так понял. Чи куда-то... Да, да, это от ветра. Да, О, все. вот так вот пухнастая. А вот это что такое? Это, наверное, зарядка. Нет, зарядка. Зарядка здесь. Вот это. Это еще что-то. Должно быть. Наверное, переходник. А, да, это этот. Скажи мне. Ну, держать. Как? Короче. Я забыла, для чего это, да. Чехол. Это чехол для камеры, да. Все, просто чехол. Что-то надеваешь? Как? Ну, разобраться. Разобраться вот так вот что-то. Блин, вот это что? Это, наверное, карта памяти, да? Ну, я так понял, ну вот. Ну, теперь. Угу. Нет, это на. Ну, карта памяти уже, скорее всего, там, либо я не знаю. Но это для камеры. Ну, для чего? Ну, линза какая-то. А, линза? Ну вот, линза. Здесь вообще-то написано, но, если честно, я не поняла. Вот, прочитай, пожалуйста. Там на карте. Mechanical стабилизатор. 4К.
Вон, вот это вот она. Wide angle, ну, короче, это... Не. Нет? Ну, это А. вот, линза, ну да. Это линза. А для чего? Какая именно? Ну, для, ну, типа, вот так вот, не знаю, так, ну, вот так. А нет здесь линз таких приближающих, отдаляющих нет. Приближающих. Ну, сама же камера приближает. Ладно, да. Поэтому вот такой Ну, вот. в общем-то, вот, поздравьте меня, пожалуйста. Всё, Это делать вообще контакт. для блогера, это просто, не знаю, это шикарное приобретение. Это моя мечта. Это гель. Теперь бы еще научиться ей пользоваться. Ну, я надеюсь, все просто. Приложение я уже скачала. Как думаешь, просто этим пользоваться? Ну да, ну там надо режимы, как, ну, просто потестить, как оно все. Там есть всякие режимы для фотки, для всё. Ну ладно, в общем, это приятные такие занятия. Сейчас буду разбираться. Там экранчик есть, на котором Угу. крутить. У нас сегодня воскресенье. Совершенно не знаю, что готовить. Достала фарш, покрутила, было достала лук. Думаю, ну что его с ним? На что-то такое мудреное времени. Нет, у меня сегодня, завтра этот экзамен письменный, мне нужно сидеть, на него готовиться, поэтому развозить здесь времени нет и желания. Покрутила, приготовить суп с фрикадельками. То морковки нет, то картошки маловато, тоже на место поклала. Вот, отодвинула эту идею. Вот, достала стейки, замариновала. Думаю, в принципе, давненько не ели. И такая вещь, которая очень быстро готовится. Главное, чтобы постояла в маринаде, чтобы мясо замариновалось. Гриль достану. Девочки, кстати, спасибо, напомнили мне про гриль в плане купат. О боже, правда, я вообще не пойму, почему я про этот гриль забыла и поставила их в сковородке тогда готовиться. Правда, спасибо вам большое, господи, читаю комментарии и думаю, елки-палки, ну и правда. Вот, дала, поэтому, вот я уже замариновала. Сейчас крышкой накрою, хорошенько Еще не хорошенько, нужно еще хорошенько сейчас ну, чтобы равномерно было, чтобы каждый кусочек мяса был в маринаде. Вот, и поставлю в холодильник, там уже каждому какой-то отдельно будем готовить, кто там захочет. Вот, и я сейчас отдельно приготовлю рис, наверное, потому что, не знаю, макарон только что остались, пропали, уже выбросила прилично, не доели. Вот, картошку готовили, гречку готовили, вообще не знаю, что его такое придумывать. Думаю, рис немножко приготовлю, чтобы был, вот, и все. И буду садиться, монтировать сегодня не буду, ничего делать не буду, буду просто готовиться к завтрашнему письму. Что я там наготовлюсь, не знаю, но, по крайней мере, моя будет совесть чиста, что я уделила этому внимание, что я там готовилась, что-то там занималась. Как бы для меня это тоже важно. Одной рукой мариновала, сверху еще чесночок один решила выдавить. Здесь мне будет. Мне нравится как-то свининка, немножко с привкусом чесночка. Вот, в котлетах нравится, в стейках нравится, в пельменях не нравится, в фрикадельках не нравится, в голубцах не нравится. Вот, так. Еще одной рукой здесь убирала, потому что один ящик только для посуды, и здесь вообще, ну, для крупной, глубокий ящик. И тут обычно, извините, черт ногу сломит. Марк попросил яичницу ему приготовить. Вот. И я вспомнила, что у меня есть вот это вот для идеальной формы. Вот такая вот форма. Ну, я так поняла, это можно и для оладьев. Вообще было нарисовано вот для яичницы. Для оладьев, наверное, будет слишком долго, слишком муторно. Я ни разу как бы не воспользовалась. Думаю, сейчас как раз самое то. Сейчас я ее помою. Вот. И хочу попробовать. Я, правда, еще не поняла, какой стороной, но вот этой, да? Логично, что вот этой. Логично, что вот этой вот. Я ее сейчас помою. И должно быть интересно. Валерыч пришел из бани со своей. Ага, уже вытекла.
с одной. Ну, здесь сковородка, блин, неровная. Ёлки-палки. Вот такая вот какая-то из-за чего-то. Не пойму, из-за чего она такая. А все вытекает. Ой, плотно не прилегает. И все, вытекает. До лампочки. Все, ладно. Надо мне, наверное, меньше сковородку. Все вытекло и кругленько не получилось. Итак, я сяду, как всегда, ночью что-либо учить. У меня беспрерывный процесс. Начала одно, потом Маркс попросил есть ему, потом Валерыч, и вот так вот потом куча вот посуды, та зелень так и стоит. Мясо ему уже, и это, конца и края тому нет, этим кухонным делам. Так, постели себе, пожалуйста, вот эту салфеточку. Виточка, пожалуйста. Ага, так, так. Посмотрите на это безобразие. Смотрю книгу, вижу фигу. Вот это как раз точно про меня. Ничего не могу понять. Оно как назло, знаете. Ты чем больше вот долбишь, сидишь, ты вот долбишь, пытаешься запомнить. А оно наоборот рассеивается все в голове и вызывает одну нервозность в середине тебя. Знаете, прям до скрежета зубов просто это просто не заходит просто совершенно. Я не знаю, что с этим делать, всем честно. Я утрирую, имею в виду. Просто да, нам это рассказывали на примере этого психолога, но с психологами все сложнее, потому что ты даешь типа как... Ну так, Там сложнее, консультації короче. треба Ну, это давати. как вот медимаркет, например, на том же Вейнгеме, и аптека. Ну, Мгм. то есть в аптеке препараты Ні, посерьезнее, ну понятно, медимаркет. та в аптеці да. треба мати фармацевтичну Ну, да, освіту. да, я Це тому зовсім що- інший рівень. Ну, это он сравнивал просто Да. как пример. Ну, тоже я приводил. розумію, То есть в так. медимаркете ты идешь, берешь все, что тебе нравится в неограниченном количестве. Мгм. В аптеке там половина Да. по рецепту, Мгм. все на витринах. Взять просто так ничего нельзя. Ну, то есть Да. Ну, так. степень серьезности. En met deze aluminiumplaten niet. Всем привет, девочки, с понедельника. Сегодня же был тест у нас по чтению, по письму. Я вам скажу, это было капец как сложно, и это было не только для меня сложно. Вот, было даже инструкцию перевести, не перевести, а понять, там, поотвечать на вопросы к лекарственному препарату. То есть там было вообще несколько слов, которые ты, по ходу, знаешь, все остальное нужно было как-то понять, догадаться. Ну, не несколько слов, чуть больше, понятное дело. Ну, в общем, текст был сложный очень. Вот, много было заданий, задания были все непростые, вот, поэтому, конечно, такое, не знаю, что там, как будет, я уже смирилась, но, как я уже говорила, если я пойду по новой на этот курс, я больше не пойду на интенсив. Это просто, если честно, это просто жесть какая-то, вот так галопом по Европам, мало того, что ты скачешь как сумасшедший по этим темам, потом еще в итоге на этом тесте еще как бы, ну, задание сложнее, чем даже было во время этой скачки. Поэтому, ладно, уже как будет. Короче, вышли вот такие все, мозг кипит, все выходили такие, в общем-то, и такие были, понимаете, задания, вопросы были именно на логику. Там нужно было настолько понять текст тонко, вот, что там вопросы были не прямые, а вообще по логике. Ой, короче говоря, ладно, в общем, поехали мы с Дашей потом после курса, немножко посидели с девочками, уже по старой традиции за кофе обсудили все эти нюансы, потом поехали с ней в торговый центр купить флешку для камеры, потому что оказалось, что в комплекте не шла. Я у продавца тогда спрашивала, есть ли, он говорит, там все в комплекте, но я про флешку не спрашивала, но справедливости ради, просто спросила, полностью комплект, да, полностью, но если бы он сказал, что там нет флешки, я бы, конечно, ее купила сразу, а так пришлось сегодня. В воскресенье вчера был выходной, ничего не работало, поэтому у меня руки чесались ей попользоваться, но, к сожалению, купить я ее нигде не смогла. Сегодня я после теста купила, потом пришли до Шуни, не знаю, сколько мы часов с ней разбирались с этим всем делом, потом еще, мало того, что
с флешкой, потом там мне хочется еще как бы в программе в хорошей монтировать, продолжать, то есть эта программа платная, пока мы все это установили, подключили, привязали к маку. Короче, все такое, ну, повозились с ней. В общем, как всегда, еще Apple ID там пришлось, там что-то, какие-то там нюансы, подписки, отписки, негоразды. В общем, провозились мы с ней очень долго. Потом она пошла домой, я накормила Валерыча. И вот теперь сижу и думаю, что мне делать. У меня завтра спрейкин еще, и я хочу сесть смонтировать вам, потому что сегодня не смонтировала, у меня вообще не было времени. Вчера сидела, готовилась к этому письменному, а готовилась как? Сидела, у меня мозг кипел, я ничего не соображала, но я продолжала что-то читать. Вот, смотрите, какая у нас погода, я вам сейчас покажу. Там что-то такое сунется, такое, вон, видите, и периодически идет дождь, еще срывается. Так что вот такие вот пироги. Завтра сдаем, и все. До 3 ноября ждем результаты. И надеюсь, до 3 ноября у меня будет время, я буду снимать для вас, потому что я очень сейчас вот немножко абстрагировалась от этих дел. Некогда на самом деле, вообще некогда. Вообще все, голова забита совершенно другим. Ой. Так что вот такие дела. Еще даже не зашли сегодня. Я видела у одного блогера, она тоже была в Европе и снимала, в общем-то, один блеск. Она покупала, не блеск даже, а это масло для губ. Она снимала такую рекламу, сделала, что это практически отзывы, как Dior, идентично, по смешной цене. И поэтому я сегодня, пока были в торговом центре, я говорю, Дашунь, давай зайдем с тобой посмотрим. Я его нашла, вот, и купила. Ну, не знаю, как похоже с Dior или не похоже, но посмотрим, в общем. Но купила, нашла. В Дашуне вместе мы купили. Вот. Вот такой вот он. Сейчас вам покажу чуть поближе. Вот, девочки, Essence бренд, я так поняла, он очень-очень бюджетный. 3 евро стоит. Вот, но не знаю еще. Ну, когда нанесли, мы попробовали с ней, протестировали. Прям ТЦ, ну, красиво сразу. Конечно, красивый такой блеск на губах. Еще вот как бы он действительно розовым оттенком, вот слегка-слегка, ну, красивый получается. Но как при носке, потому что мы с ней сразу приехали домой, сразу давай обедать. Вот как при носке, как он там, в общем, удобный, неудобный, как бы ничего не могу сказать. Ну, вроде бы на губах такой неприятный. Ну, вот, ну, прям не вот такую рекламу прям просмотрела, что задалась меня мало, ну как, меня не так просто чем-то прям сильно соблазнить, знаете, вот нужно, чтобы прям хорошо была сделана реклама. Я прям соблазнилась и вот побежала искать сегодня, так что вот. Кому интересно, короче, какой здесь 0,1, вот, 0,1. Я так поняла, тон роз. Вот посмотрите, какая у нас там погодка. Ой-ой-ой. Ой-ой, ну на самом деле оно чернее даже, чем я вам показываю сейчас. Интересно, она мимо пройдет или сюда направляется. Спустя полчаса посмотрите, что у нас творится. Ветер сумасшедший. Это все сопровождается еще грозой, гром, молния. И вот такой вот ливень уже, наверное, минут 15. И уже, знаете, насмотревшись новостей за последние пару месяцев, я уже реально боюсь какого-то наводнения, потопа. И вот вы сами поняли, о чем я говорю, какой-то катастрофы природной. Потому что все это, знаете, имеет не совсем приятные последствия. А начинается всегда обычно все. Ну вот, ветер вроде бы прекратился, и притом за секунду. Да, странно.